Что вы хотите от меня услышать? Вас никто не спрашивает. Не спрашивай. Спрашивай. Моя страна имеет очень богатую тысячелетнюю историю. Богатую на все. Культура, палачи, революции, рассветы и закаты, ученые, писатели. От взятия Парижа до отмены крепостного права. От крещения Руси до походов Ермака в Сибирь. От революции 17-го года до падения социализма. От первого дня президентства одного человека до сегодняшнего дня. Но почему-то я ее плохо вижу. Мне трудно ее почувствовать. У меня есть ощущение, что половину истории от меня точно скрывают. Нет конспирологи, кэш. Я не о тайном правительстве и не о закрытых документах. Мне кажется, от меня прячут историю уже известную, написанную в книгах, задокументированную в кинохрониках, хранящуюся в воспоминаниях взрослых поколений. Прогуливаясь по моей любимой Москве, я все чаще думаю о том, что мы беднеем. Никакого визуального нарратива. Памятники архитектуры тонут в слоях штукатурки, а брусчатка в слоях асфальта. Столетние деревья выкорчевываются без права на альтернативу. Вечно в моем городе что-то кому-то мешает. Сузим тему до веселой и специфичной. Памятники и борьба с символами в их лице. Как написано в Википедии, памятник — это объект, поддерживающий воспоминания. Статуи, триумфальные арки, обелиски, колонны, памятные доски, мемориальные комплексы. Кстати, названия улиц — это такие же памятники, запечатлевшие в себе особенности жизни любого населенного пункта. Названия улиц любому краеведу или историку могут рассказать о том, как менялся облик города, что являлось идеологическим или духовным ориентиром. Ни для кого не секрет, что памятники не только вот просто несут в себе память о ком-то или о чем-то. Они зачастую заключают в себе политическую, ту или иную пропагандистскую функцию. Да, вот здесь-то и начинаются наши проблемы. Эпохи уходят, памятники стираются. Именно слово «стираются», ведь новое очень хочет забыть о том, что оно когда-то было старым. Новые политические режимы хотят поскорее стереть из истории и забыть все, что напоминает о прошлом. А то, что осталось, либо никак не влияет на новый курс, либо его поддерживает. Переименовать, снести, убрать, покрасить! Всегда находится кто-то из нас, кто пытается от нас самих что-то скрыть. Одни, потому что им это просто не нравится, другие считают, что знают лучше остальных, что нужно людям, что нужно мне. А я считаю, требуя что-то забыть, мы грабим сами себя, лишаем себя богатства истинной истории. Снос памятников в нашем случае даже, не пугайтесь, даже палачам и чекистам, это и есть в каком-то смысле цензура. И особенно меня разочаровывает то, что подобные призывы я слышу в стране, культура которой попала под советский каток 20 века. Раскат. Давайте посмотрим на это по-другому. Избавимся от методов не показывать, убрать, закрасить, забыть. Ведь такие призывы, я надеюсь, никто не обидится, это похоже на пособие по решению проблем от, детсадовца. Если закрыть глаза или скрыться под одеялко, то монстр, может быть, уйдет. И если вслух не произносить его имя, то, скорее всего, проблема решится сама собой. В общем, если этого не будет лично для меня, то, может быть, этого и нет. Ну, а что если, первое, открыть глаза наконец, и второе, дай-ка... Я верю в одно, если нас, наш народ, считать глупцами, Население дебильное. то мысли материализуются, и мы правда становимся глупцами. Да, такой уж он у нас, народ страны РФ. Но это как-то подло, не находишь? Считать их теми, кого надо обделить знаниями о ком-то или о чем-то, чтобы что-то просто исправить. Не додать, умолчать или утаивать. Считать себя кем-то, кто умнее всех остальных, даже если это в итоге оказывается правдой. На выдвинутый спорный тезис, пусть даже в камне, люди заслуживают обратного и иметь возможность воздвигнуть антитезис. Например, будь в моих руках такая власть, я бы оставлял поле для размышлений.
Ну, вместо того, чтобы лишать вообще предмета всяких рассуждений. Это выглядит так. В большом-большом городе по одной красивой улице гуляешь ты. В первой вселенной ты идешь мимо места, на котором некогда стоял памятник. Неважно кому или чему. Ты попросту проходишь мимо их, и в твоей жизни сегодня ничего не произошло. Во второй вселенной ты снова гуляешь и натыкаешься на памятник. Получаешь определенные знания, идешь дальше, и вдруг замечаешь второй памятник. Получаешь новое, противоположное знание. И где-то там, дальше, размышляя о том, что ты сейчас увидел, ты приобретаешь уже третье знание. Знание, как минимум, того, что не все так однозначно в нашей истории. Если снос и переименование чего-либо я рассматриваю как грабеж меня лично, то дополнительную информацию как обогащение. Культы личности, символизмы, разные идеологии, спорные моменты, которые от меня так хотят скрыть в 21 веке. Они сидят не столько в памятниках и названиях, сколько в наших с тобой головах. Но это не конец. Я смотрю на это все еще шире. Так как памятники — это свидетели, они отражают строение общества, его идеологию, то самое время, в котором он был воздвигнут, тогда стадион на Крестовском является памятником. Он прошел достаточно большой путь, чтобы стать свидетелем некомпетентности, неэффективности и коррупции. Помните все вот эти вот новости, где перечислялись куча идиотских инженерных или проектировочных решений, когда провода вообще лезли изо всех щелей? Я считаю, это достойно своего постамента и всеобщего обозрения. Более того, это достойно таблички с именами и годом исполнения. Ну, какие-то деньги я бы отдал на то, чтобы просто вот это вот все посмотреть. Волгоград вполне себе мог однажды стать городом с двумя названиями. Памятник Дзержинскому мог сосуществовать вместе с возвращенным Никольским фонтаном на Лубянской площади. И я бы рассматривал вполне себе приемлемым, если бы мавзолей Ленина и ныне уничтоженный памятник Александру II сейчас оба стояли бы непоколебимыми и имели бы какие-то отсылки друг на друга. Но что есть, то есть. Лично я против бездумного возведения и возвращения всего подряд. Я просто надеюсь, что радикальный характер моей мысли хотя бы наведет на рассуждение о том, что нужно 7 раз отмерить и потом предпринимать. Вместо того, чтобы замолчать или убрать, у нас ведь есть тысячи других более выгодных вариантов альтернативы, которые, между прочим, основаны на сохранении и приумножении. К сожалению, всю жизнь город заставляет меня знать либо одну правду в каком-то одном месте, либо вовсе никакой правды. Я ведь хочу чего-то большего, понимаете? Даже если это большее так неоднозначно, как некоторым кажется. О, ты еще здесь. Спасибо, что посмотрел видео, ставь лайк или дизлайк, а также, по желанию, напиши мне комментарий, для меня это важно. If it happens so you enjoyed this video, please let me know and be sure to slap the like or dislike button. Oh, thank you.